Всем привет! Вы на канале Уроки черчения, и с этого видео мы начинаем рассматривать взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Мы будем рассматривать всевозможные фигуры. Я не буду вам показывать, как они строятся на бумаге, потому что вы можете это найти в других видео или в моих следующих видео. Когда-нибудь я к этому приду и я вам все это покажу. Но сейчас с этого видео я хочу вам просто показать для вашего более лучшего представления, как пересекаются поверхности этих фигур, какие они образуют линии пересечения друг на друге. И просто чтобы наглядно было лучше представить вам все ихние пересечения. Я буду показывать с разных ракурсов, с разных видов. Поэтому эти видео будут тоже достаточно интересные. И в этом видео я нарисовал уже конус и шар. Конус в данном случае у нас будет размером, высота его 60 и диаметр 50 миллиметров. А шар у нас будет, у него радиус 20 миллиметров, и он стоит на одном уровне с конусом. Это исходная наша задача. Теперь я начну потихонечку приближать шар к конусу и будем смотреть, что же будет происходить. Вот сейчас у нас между их осями 40 миллиметров. Давайте сделаем, например, 30 миллиметров и посмотрим, как же они пересекутся. Посмотрите. Видите? И чтобы нам увидеть, какую же линию образует... Так, это не то. Так, 30. Посмотрите, мы убираем, теперь скрываем шар и смотрим, какая образуется поверхность на конусе от поедания его части шаром. Видите? Если мы посмотрим на вид спереди, то это будет выглядеть примерно вот так вот. То есть внешний контур, вот это будет линия, и скрытая линия, которая находится на середине, будет не видна. Образуется как бы полумесяц. Давайте теперь немножечко еще приблизим шар. Пусть у нас будет теперь расстояние 20 миллиметров. Еще большая такая получилась поверхность. Достаточно интересно, достаточно трудно это представить начинающим изучать черчение. И поэтому вот такая вот линия. В принципе, если строить ее на бумаге, если вы будете строить ее на бумаге, то можете сравнивать с тем, что я показываю сейчас в этом видео. Посмотрите, вот такая линия образуется. Если будем мы посмотреть на вид сверху, то вот так вот будет выглядеть. Вот это будет линия лежать на поверхности нашего конуса. И вот это будет, если мы будем смотреть на эту линию слева, то есть по профильной поверхности. Ну и посмотрите, если мы дальше будем приближать, давайте пусть наши оси шара и ось конуса будет совпадать. То есть нарисуем вот так вот. Посмотрите, что образуется. Такая забавная
фигурка. И если посмотреть на нее с виду сверху, посмотрите, то тут 1, 2, 3 окружности. Ну, в принципе, это и понятно. Самая внешняя окружность — это основание конуса. Две следующие линии показывают линии пересечения с шаром. Ну и если мы хотим посмотреть, например, на все это в разрезе, то разрез наш будет выглядеть вот так вот. Давайте немножко поиграем теперь с поверхностью, которая режет. Например, возьмем на 10 миллиметров, сдвинем ее. Смотрите, от середины, от оси конуса. И наш разрез уже начинает меняться. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
удивлюсь, что наш шар бы поглотил бы конус. Вот. Ну, вот такая вот интересная фигурка получается. Давайте все вернем теперь назад. Шар у нас будет так же, как в самом начале был, диаметр 40. Находился на расстоянии тоже 40 миллиметров от нашего конуса. Даже, наверное, чуть-чуть больше, иначе бы они не пересекались. И мы сделаем наш шар видимым. А, вспомнил, точно. У нас же шар, он был еще и повыше. Вот так вот он был. Теперь они не пересекаются, между ними есть маленькое расстояние. В принципе, мы теперь можем посмотреть, что же на самом деле происходит на шаре, когда конус начинает отрезать какие-то кусочки от шара. То есть мы делаем в данном случае теперь конус невидимым. И начинаем его приближать. Так, что мы будем делать-то? Мы будем приближать? Нет, все-таки нам надо будет снова приближать окружность. Шар, точнее. Смотрите, мы начинаем, приближаем на 10 миллиметров шар. Ой, посмотрите, как конус начинает кушать помаленьку наш шар. Смотрите. На виде сверху, в принципе, здесь еще не видно, но если мы посмотрим на вот такую модельку, то скрытая линия показывает, как вот эта линия показывает, как пересекается наш конус с шаром по его внешней поверхностности, то есть то, что мы видим. А вот эта линия уже показывает если мы будем секущую плоскость проводить через ось шара и ось конуса. То есть, в принципе, это как часть стороны конуса. Она и поэтому и видна как прямая линия. Что мы теперь еще можем сделать? Мы можем еще пододвинуть шар. Давайте сделаем его нормально видимым. Мы еще пододвинем теперь шар. Давайте пододвинем еще на 10 миллиметров и посмотрим, во что превращается наш шарик. Посмотрите, что-то похожее на седло, или я даже не знаю, на что это похоже, поверхность, как ее можно назвать. Или вы уже знаете? Если вам это известно, сообщите мне, напишите в комментариях, потому что я уже немного позабыл все названия сечений, разрезов. Посмотрите, и вот такой красивый вид. И опять же, по осям, если проводить секущую плоскость, вот эта прямая линия, а вот эта внешняя линия показывает, как будет лежать линия пересечения конуса с нашим шаром. Вот такая вот забавная штучка получается. И опять же мы можем сделать, например, наш конус все-таки опять видимым. Смотрите. И вот она, эта же линия. Просто для наглядности я отключаю конус или шар, чтобы мы могли смотреть, какая поверхность образуется на той или иной фигуре от их взаимного пересечения. Ну и давайте все-таки теперь опять мы пододвинем наш шарик к оси конуса. То есть 0 на 0, чтобы они совпадали.
Вот такая забавная деталька. Фигурка получилась. Это даже не деталька, это фигурка. На что она похожа, я даже не могу сказать, затрудняюсь. Ну и, соответственно, если же мы опять сейчас сделаем, что не шар отрезает от конуса, наоборот, у нас теперь будет конус отрезать от шара, соответственно, посмотрите, что тут получается. Ну, это уже достаточно банальная фигура, в принципе, здесь ничего особого нету. Окружность одна, окружность другая. Посмотрите. Ну, внутренний разрез по осям показывает, что так конус его пересекает внутри. Ну и здесь точно так же внешний. Это образуются окружности.